День 1543. Алекс на связи. Сегодня проверял работу вентилятора ванной. У меня настроено так, что он включается при включенном свете, и если влажность повышается больше 70%, работает пока горит свет, или влажность не упадет меньше 70%. При закрытой двери и выключенном свете и влажности больше 70% вентилятор работает 5 минут. И после этого, если влажность опускается, то он выключается. Сегодня провел эксперимент, проверил работу вентилятора при закрытой двери, и с 86% до 68% влажность упала за 22 минуты. Если у меня дверь в ванну открыта, то вентилятор всегда принудительно выключается. Конечно, лучшим способом снизить влажность в ванной комнате – это открыть дверь. За счет этого, во-первых, повышается влажность в других комнатах, и очень быстро опускается влажность в ванной. Также я наблюдал скорость падения влажности в ванной. Получилось, что с 68 до 35% влажность упала за 24 минуты. У меня используется самодельный датчик температуры и влажности ванной. Также на этом датчике установлена датчик освещенности, который показывает освещенность ванной. Используется в сценарии управления светом, и датчик движения. Почему я сделал свой собственный датчик, не использую готовый, например. У меня установлен там также датчик Xiaomi температуры влажности. Пробовал я ставить туда датчик движения, тоже от Xiaomi, но в целом получается, что не очень удобно управлять по датчику движения от Xiaomi, потому что задержка у него на срабатывание повторная больше 1 минуты. И, например, если свет выключается, то он этого не видит и не может сработать. Мой датчик, он сделан так, что при отсутствии света и наличии движения он сразу управляет сигнал в умный дом, и я обрабатываю это событие и включаю свет. При сравнении двух датчиков самодельного и от Xiaomi наблюдается разница во влажности достаточно большая. Датчик Xiaomi показывает около 65%, тогда как мой датчик показывает 85%. Нижней части датчики показывают примерно одинаково. Но опять же, Xiaomi он показывает чуть больше, чем мой самодельный датчик. Свет в ванной у меня настроен по открытию двери. На двери я установил датчик открытия дверей. И все включается при открытии двери, а выключается при повторном открытии двери. Есть еще несколько режимов, когда у меня при открытой двери я захожу, закрываю за собой дверь, то в этот момент, если свет был выключен, он тоже включается. Есть еще режим временного посещения ванны, когда я открываю дверь, захожу, дверь не закрывая, делаю какие-то дела в ванной, и через некоторое время выхожу. В этот момент при закрытии двери свет также выключается. Если дверь остается открытой, то обрабатываю датчик движения, и если больше минуты не было никакого движения в ванной, то свет тоже выключается. Ну и, конечно, при открытой двери и наличии движения в ванной свет тоже включается, но здесь есть нюанс. Если выходишь из ванной и быстро проверять датчик движения, то и на него реагировать, то свет может снова включиться, поскольку
собственно, когда выходишь, датчик тоже отрабатывает. На датчике движения у меня используется задержка 2 секунды. Этого достаточно, чтобы успеть считать с него значение, но он достаточно быстро сбрасывает значение, если движение отсутствует. Сам датчик построен на Atiene 85 и работает от батареек, но пока временно у меня там подключена большие батарейки типа А3 штуки. И, конечно, от них он работает очень стабильно, даже несмотря на то, что батарейки уже не новые, а сильно подсевшие. Примерно одна батарейка где-то 1,3 вольта выдает всего. Если не питать батареек типа CR2032 или CR2450, то при срабатывании наблюдается сильная просадка напряжения. Я использую конденсатор для того, чтобы сгладить, но этого все равно недостаточно, и стабильность иногда может быть нарушена. Для передачи значений с Atiene 85 я использую радиоканал 433 МГц, установлен передатчик 5-вольтовый, который может работать и до 3 вольт вполне надежно, и он передает, соответственно, информацию о температуре, влажности и движении и освещенности. Также считывается раз в сутки значение заряда батареи и тоже передается в систему умного дома. На приемной стороне установлен самодельный приемник на базе ESP8266. Для передачи я не использовал никаких библиотек. Передаю в виде сигнала 37-битного. В нем закодирована информация о датчике и значении. Температура, влажности передается одним сигналом, движение и освещенность двумя разными сигналами. Сама кодировка сигнала сделана просто как целочисленная. Соответственно, я кодирую 2 знака. Это номер сенсора и остальные 7 разрядов для передачи значений. Если надо передать 2 значения, я просто их группирую. То есть первые 3 или 4 цифры это температура, вторые 3 цифры это влажность. Температура передается с дробными значениями, с десятыми. Влажность передается с целыми числами. Правка выполняется раз в полчаса, но, например, на других своих датчиках я делаю порядка 50 минут отправку для того, чтобы каждый час у меня значение было в базе. Либо при резких изменениях значений, это если меняется температура на полградуса или влажность на 5%. Также на базе Atiene 85 я сделал счетчик расхода воды. Раньше я использовал на базе Arduino Nano, но для него требуется питание от розетки, и в случае пропадания питания счетчик сбрасывался, что не очень удобно. Поэтому через некоторое время я решил, что нужно сделать работу датчика от батарейки, и для этого я обычно использую Atiene 85. Сама схема, конечно, очень простая. Это микроконтроллер, и к нему подключены провода от счетчиков. Счетчики либо разрывают сигнал, либо замыкают контакты гирконом и отправляют сигнал где-то раз в 5 литров. На самом деле сделано не совсем точно. Один сигнал проходит через 3 литра, второй сигнал через 7 литров. Но в целом я считаю это за 5 и записываю
базу именно так. Сам счетчик он тоже считает локально количество потребленных литров и каждый раз передает в систему умного дома, сколько было потреблено воды. И даже если, допустим, при передаче были пропуски пакетов, то при следующей передаче просто эта информация будет обновлена и значения будут актуальны. Также я передаю каждые 5 литров сигнал, что можно использовать для контроля протечки или если кто-то забыл выключить воду. Иногда бывает, что, например, в бачке унитаза у меня заедает кнопка, и таким образом я тоже смогу определить, что идет расход воды. Можно, конечно, передавать раз в сутки, и тогда будет экономиться батарея, но на самом деле с помощью расчетов видно, что количество передаваемых пакетов не настолько критично. Например, у меня Атени работает от батарейки CR2450. У этой батарейки расчетное количество энергии это 650 мАч. При текущем режиме работы позволяет этому датчику проработать около 4 лет. Отправка производится в среднем это 6 раз в час при потреблении 15 кубов в месяц. Это для и горячей, и холодной одновременно. В целом Атени достаточно экономичный, и потребление в режиме ожидания совсем небольшое, это порядка 4 микроампер. Потребление в режиме передачи, это зависит, во-первых, от самого передатчика, и суммарно получается около 15 миллиампер. Но так как передача достаточно быстрая, обычно для частоты 433 МГц используется передача 6 пакетов, что по сумме занимает порядка 300 миллисекунд. Но при работе от батареек типа CR2032 или CR2450 у них есть ограничения по максимальному току, и желательно на CR2032 использовать не более 6 мА разовый ток, а на CR2450 не более 9 мА. Но у меня стоит конденсатор параллельно, и он позволяет достаточно качественно передавать сигнал. Пакет теряется, это видно по статистике записи в базу. То есть я беру количество переданных литров, например, там 100 литров передалось, если я знаю, что должно передаваться каждые 5 литров, то есть это 20 пакетов передач. Если я их не получаю, то, соответственно, я могу рассчитать надежность связи между датчиком и системой умного дома.